Так, ребят, всем здорово, вы на канале Поиграем Играем, и сегодня у нас будет видеоинструкция по взлому PlayStation 5 с помощью приложения YouTube. Этот метод взлома у нас работает на прошивках с 4.0.3 по 12.70 включительно. С 4.0.3 по 10.01 через YouTube у нас активация происходит за 8-10 секунд. А вот начиная уже с версии 10.20 по 12.70 взлом уже занимает целых 50 минут. И после выключения консоли взлом у нас слетает. И снова придется ждать 50 минут на активацию взлома, у кого версия системы на консоли начинается с 10.20 и выше. Также еще взлом может пройти не с первого раза и нужно будет снова перезагружать консоль. И чтобы каждый раз не ждать по 50 минут, можем отправлять консоль в сон, и при выходе из сна у нас взлом сохраняется. А вот у дисковых версий консоли есть одно преимущество. После взлома через YouTube накатить Unpatch на привод, что нам дает возможность взламывать консоль с помощью болванки за несколько секунд. И данная болванка у нас будет работать пока на версии системы до 12.00. Для тех, у кого версия выше, чем 12.00, также рекомендуется пропатчить привод. И когда в дальнейшем выйдет новый образ с поддержкой прошивок выше, чем 12.00, у вас появится возможность также взламывать консоль с помощью болванки. А как пропатчить привод будет также показано в этом видео. Ну, а мы начинаем. Это у нас будет подробная инструкция шаг за шагом. Взлом у нас полностью автоматический и позволяет запускать игры PlayStation 4 и PlayStation 5 на версиях системы до 12.70 включительно. Взломать можно все ревизии консолей FAT, Slim и Pro. Первое включение консоли после долгого маринования на полочке. Так как многие не очень внимательно смотрят и читают инструкции и умудряются обновить версию системы консоли на последнюю. Не будьте, как они. Поэтому после долгого отдыхания консоли на полочке и первым включением отключите или сам роутер, или в настройках консоли сразу отключите интернет. Так как, скорее всего, ранее вы уже подключали эту консоль к своему Wi-Fi роутеру. Переходим в настройки, сеть и выбираем галочку с «Подключить к интернету». Далее переходим на пункт «Система», «Обновление и настройки системного программного обеспечения» и здесь снимаем галочки. И после этого мы можем перейти в информацию о консоли и узнать, какая версия системы у нас стоит на консоли. В поле «Системное программное обеспечение» я выделил красным прямоугольником, где вы можете узнать свою версию системы. На данной консоли у меня версия системы 11.00 и она подходит под взлом. Следующий этап — это у нас создание нашей резервной копии на USB флешку. Так как мы будем восстанавливать чужую резервную копию, на которой уже присутствует специальный YouTube для взлома, и все наши данные с консоли удалятся. Еще раз повторяю то, что при восстановлении чужой резервной копии все наши данные сохранения, приложения и игры удалятся с консоли. А у кого дисковая версия консоли на прошивке до 12.00 включительно, вы можете после анпатча привода вернуть свою резервную копию и взломать консоль уже с помощью диска, не потеряв свои сохранения. Берем USB флешку, подключаем ее к компьютеру и форматируем ее в exFAT. Если флешка у вас уже в exFAT, то подключаем ее к консоли. При форматировании все данные с флешки у нас удалятся, поэтому не забываем скинуть важные данные куда-нибудь заранее. USB флешку подключили к консоли и переходим на вкладку «Создание резервной копии и восстановление». Здесь выбираем «Создать резервную копию PS5». Здесь выбираем позиции, которые вам нужны. Галочку с игры и приложения можно будет убрать, так как они у вас после восстановления не заработают. Нажимаем «Далее» и выбираем «Создать резервную копию». Консоль перезапустится и нам нужно будет дождаться завершения процесса. Бэкап мы сделали, консоль у нас перезапустилась и мы можем переходить к следующему шагу. Нам нужно скачать резервную копию с jailbreak. У нас есть две резервные копии, это для прошивки 12.70 и для прошивки 4.0.3 по 12.40. Скачиваем ту, которая подходит для вашей версии системы. Далее скачиваем полезные нагрузки. Нам на DNS нам нужно для того, чтобы интернет у нас работал на консоли, но при этом сервера PSN были заблокированы. Выбираем версию для PlayStation 5 и скачиваем. Далее, у кого дисковая версия консоли, мы качаем PD Unpatch. Это нужно для патчинга привода, чтобы запускать взлом с помощью болванки. Далее качаем Xstaff Lite последнюю версию, он нам нужен для запуска игр. Далее качаем Shadow Mount Plus, он нужен для монтирования игр. Из архива нам потребуется только файл shadowmountplus.elf.
А этот архив можем удалить. Для удобства создадим новую папку PS5 и перенесем туда все ранее скачанные файлы. Далее нам еще потребуется скачать FTP сервер, чтобы мы могли подключаться к консоли по FTP с помощью компьютера. Также нам нужно будет еще распаковать архив с резервной копией, которую мы скачали. А zip-файл можем удалить. Также можем скачать новую версию автолодера, это 0.9, а в бэкапе у нас находится 0.8. Скачивать нужно файл YouTube jailbreak update.zip. Это получается у нас файл для обновления YouTube, который мы перекидываем в корень USB флешки и подключаем к консоли. И запустив взлом с помощью YouTube, и само приложение YouTube у нас обновится. Например, вышла новая версия, где YouTube уже взламывает не 50 минут, а 20. И чтобы вам не накатывать новую резервную копию, при этом теряя там все сохранения, игры, а вы просто скачиваете файлик update и обновляетесь. Также на 4PDA ребята тут выкладывают свои автоматические сборки с различными полезными нагрузками и даже с русским языком. Вот попробуем как раз одну из этих. Я предпочитаю сборки, в которых присутствует Payload Manager, чтобы самостоятельно добавлять полезные нагрузки. И в этой инструкции не будет использоваться Elf Arsenal, бывший Sonic Loader, так как он еще очень забагованный. И плюс к этому еще из-за Elf Arsenal у вас не будет режим сна на консоли работать. При выходе из сна она у вас или зависнет через несколько секунд, или сразу перезагрузится. Так, ребят, вот эти все скачанные файлы я выложу одним архивом на Яндекс.Диск и в группу Telegram. И эти все скачанные файлы мы перекидываем в корень нашей USB флешки. Обновление для YouTube только выбрав одно из двух. Я буду ставить русскую, поэтому другую удалю. Не забываем переименовать, иначе у нас обновление не поставится. Выделяем все эти файлы и переносим в корень USB флешки. Напоминаю то, что у нас флешка должна иметь файловую систему exFAT. Извлекаем флешку и вставляем в консоль. Флешка в консоли, мы переходим в настройки, система, выбираем создание и восстановление резервной копии и выбираем восстановить PS5. Выбираем нашу резервную копию и восстанавливаем. Консоль у нас перезагрузится и начнется режим восстановления копий. Для начала поменяем язык и поставим правильное время. Переходим на мультимедиа и здесь видим наш YouTube. Вот его запускаем, при этом USB флешку мы не достаем из консоли. Если у вас версия системы 10.01 и ниже, то взлом займет у вас несколько секунд. А если выше, то сначала ждем примерно 50 минут и только потом радуемся. Процесс у нас будет показан в процентах и также в оставшихся минутах. Ну и вот наши 50 минут пролетели как несколько секунд. Дожидаемся, пока у нас YouTube обновится и взломается. Файл YouTube jailbreak update.zip после обновления с флешки у нас пропадет. Далее у нас после взлома автоматически откроется Payload Manager. Нам нужно будет перейти в настройки, включить сканирование полезных нагрузок с USB и отключить автоматическое открытие Payload Manager после активации взлома.
Далее переходим в менеджер полезных нагрузок. Если у вас они не отображаются, то на геймпаде нужно будет нажать кнопку треугольник, у нас страничка перезагрузится, и все полезные нагрузки, которые у нас находятся на USB флешке, должны отобразиться. И далее выбираем нагрузки, которые нужно перенести на внутреннюю память консоли. Если вы не собираетесь подключать консоль к Wi-Fi и интернету и запускать игры только с внешнего SSD, то вам будет достаточно установить из полезных нагрузок это только Staff Lite и Shadow Mount Plus. Далее переходим в автозагрузку и добавляем полезные нагрузки, которые у нас будут автоматически загружаться при активации взлома. Дожидаемся вот тут появления зеленой надписи, это означает, что у нас все настройки сохранились. Далее открываем самую верхнюю вкладку и запускаем наши полезные нагрузки поочередно. На этом этапе у нас консоль уже взломана и позволяет запускать игры. И если подключить внешний SSD-диск консоли, на котором уже записаны заранее игры, то они автоматически отобразятся в главном меню. В чем дело? Он должен быть рядом. Видеоинструкция по установке игр на взломанную PlayStation 5 есть у меня на канале. Целых 2 видоса. YouTube мы обновили на русскую версию, и чтобы вступило все это в силу, придется перезагрузить консоль. Иконка у нас поменялась, и меню на русском теперь при запуске. Подключение консоли к интернету с блокировкой доступа к серверам PSN. Переходим в настройки, система и проверяем, отключены у нас автоматические обновления. Если включены, то отключаем. Далее выбираем сеть, настройки и ставим галочку «Подключить к интернету». Далее выбираем «Установить соединение с интернетом». Здесь в поиске не выбираем нашу точку доступа, а спускаемся ниже и выбираем «Настроить вручную». Использовать Wi-Fi, ввести вручную. Переходим на пункт настройки DNS и меняемся автоматически на вручную. В строчке основной DNS указываем 127.0.0.1 и жмем «Готово». Далее на пункте SID указываем название вашей Wi-Fi точки. Далее указываем способ защиты и вводим ваш пароль от Wi-Fi. Будет показан IP-адрес консоли, с помощью которого можно будет подключиться по FTP с компьютера. При использовании полезной нагрузки, такой как NanoDNS, наша консоль будет иметь доступ к интернету, при этом сервера к PSN будут ограничены. При этом мы можем обновлять полезные нагрузки прямо с самой консоли через Payload Manager. Unpatch привода на дисковой версии консоли. После успешного взлома через YouTube, через Payload Manager активируем полезную нагрузку BDG Unpatch, которую мы скинули заранее на USB флешку. Переносить на внутреннюю память консоли не обязательно, активируем прямо с USB, появится всплывающее уведомление, то что патч у нас применился. И теперь на консолях с версией системы до 12.00 включительно можем взламывать с помощью болванки. Запись образа на болваночку. Для этого нам потребуется пишущий Blu-ray привод и чистая болванка Blu-ray. CD и DVD болваночки не подойдут. А также готовые диски вы можете приобрести у меня на Авито или ВК. Ссылочка будет в закрепленном сообщении и описании. Скачиваем подходящий образ для записи на болванку. Скачиваю версию 1.3.1, так как 1.4.0 еще не очень стабильна.
Далее с помощью приложения ImageBurn запишем на болванку наш образ. Выбираем «Записать образ на диск» и выбираем наш заранее скачанный файл, который хотим записать. Данный способ взлома у нас пока только работает на консолях с версией системы до 12.00. Скорость записи ставим 2х и можем убрать галочку с проверкой. А можете и оставить. Вставляем чистую болванку в Blu-ray привод и нажимаем на значок «Записать». BDGB диск готов и можем вставлять его в консоль. Взлом с помощью болванки после Unpatch привода. Записанную болванку вставляем в консоль, переходим в мультимедиа. Здесь должен отобразиться наш диск, вот его мы и открываем. Процесс взлома у нас также пройдет автоматически, и после успешной активации все само закроется. Не забываем также добавить полезные нагрузки через Payload Manager, если вы это не сделали еще заранее. У меня это сделано было заранее, поэтому здесь все подгрузилось сразу. На консолях Slim и Pro, на которых не было привода, если вы докупите отдельно привод и подключите, он у вас не заработает. Чтобы он заработал, нужно будет обновиться на последнюю версию системы и через PSN привязать данный привод. Сейчас новые слимки, которые идут с приводом, он у них активирован уже с завода. Как вообще проверить, активирован у вас привод или нет? Запустить любой диск с игрой от PlayStation 4 или 5, и если она у вас запустилась, значит привод у вас активирован. Восстановление вашей резервной копии после Unpatch привода. Подключаем USB флешку к консоли, на которой мы заранее сделали нашу резервную копию. Переходим в настройки, система, создание резервной копии и восстановление. И выбираем «Восстановите PS5». И выбираем здесь нашу резервную копию. При таком способе Unpatch привода у нас не слетает. И далее вы можете скачать уже пиратскую версию игры, которой вы ранее играли на лицензии, и сохранения ваши подтянутся. Главное, чтобы у нас регион и код диска совпадал. Также не забываем добавить снова полезные нагрузки через Payload Manager, так как после восстановления резервной копии они у нас все слетели. Ну а видео, как устанавливать игры на взломанную PlayStation 5, есть у меня на канале. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока.